Всем привет! Сегодня будем вязать ежика. Вот такого вот ежика мы сегодня с вами свяжем. Для него нам понадобится пряжа, цвет которой выбираем самого ежика. Дальше у меня шубка, это иголочки будут вот из такой пряжи. Травка называется вроде пряжа. Такой цвет. Дальше мне нужно будет для носика ниточка мулине. Можно использовать обычную пряжу, если есть. Можно мулине. Дальше фетр такой вот серовато-белый или что, я не знаю, тоненький такой. Он мне нужен будет для век. Это тоже по желанию. Хотите, можете брать, хотите нет. Тоненький такой миллиметр. Под цвет самой пряжи фетр это верхнее веко будет и нижнее веко. Вот. Дальше буду вязать я крючком 2,5 ежика, а шубку буду вязать эту пряжу номер 4. Глазки на безопасном креплении 7 миллиметров. Если есть чисто черный, то, конечно, будет хорошо, но у меня чисто черных нет, поэтому такие вот прозрачные, краями прозрачные. Дальше ножницы, ну и, соответственно, наполнитель синтепон, либо синтепух, что у вас есть. Этого ежика я нашла в интернете, ссылку оставлю в описании. Вяжем губу, набираем 2 воздушные петли, во вторую петелечку провязываем 4 столбика без накида. Воздушная петля, поворот. Теперь мы провяжем столбик 1 и прибавка 2 раза. Раз, столбик и прибавка в последний столбик. Вот такая будет нижняя губка. Значит, ниточку отрезаем. Пока откладываем в сторону. Вяжем носик. Набираем 4 воздушные петли. Набрали. Теперь начиная со второй петли от крючка, мы вяжем 2 столбика без накида. В последнюю провязываем 3 столбика. В последнюю вяжем 3 столбика. С противоположной стороны 1 столбик и прибавка в следующий, последний получается, последняя петелечка с этой стороны. 8 столбиков должно получиться. Далее следующий ряд. Прибавка. Можете маркер пометить, если боитесь потерять ряд. Берите маркер, чтобы не потерять начало ряда. Итак, прибавка. 1 столбик, следующий столбик. Далее 3 прибавки подряд. Раз, 2, 3. Дальше у нас 1 столбик без накида и 2 прибавки подряд. Одна прибавка и вторая прибавка. И в ряду у нас должно получиться 14 столбиков. Третий ряд мы вяжем без изменений 14 столбиков. Дальше четвертый ряд.
Вяжем 7 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7. Затем прибавка. Дальше 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Прибавка. И 1 столбик в конце. Значит, в четвертом ряду у нас 16 столбиков. Пятый ряд вяжем без изменений. 16 столбиков. Шестой ряд. 10 столбиков провязываем сначала. 2, 3. Провязали 10 столбиков. Теперь берем нашу провязанную губу. И вот эта часть будем привязывать. Вот так вот располагаем. И нам надо привязать эту губу к носику. Значит, как мы это делаем? Мы должны, значит, ввести крючок вот в первый столбик, либо это будет последний, ну крайний столбик, да? Вводим в него крючок. Дальше на носике в следующий столбик и провязали. Дальше вот у нас серединка, мы ее не трогаем, вот дырочка тут серединки, да? Мы смотрим вот следующий ряд, второй, да? Вот находим это место, вводим туда крючок. Дальше в следующий столбик на носике также ввели крючок. Вот эти ниточки, конечно, немножко мешают. Вот, и провязали вместе. Дальше опять находим. Опять же, вот она наша серединочка, мы ее не трогаем. Вот находим мы второй ряд, вводим крючок. Он видно его будет. Вот, и также на носике следующий столбик немножечко тут утянется. Так и должно быть. Чуть-чуть стянется серединочка. Провязали. И беремся за первый столбик. Именно вводим крючок в первый столбик или крайний, чтобы было понятнее, да? Крайний столбик и в следующий столбик на носике. И провязали. Таким образом мы привязали губу. И провязываем 2 оставшихся столбика без изменений. Также у нас в ряду осталось 16 столбиков. 8 ряд мы вяжем прибавка, простите, 7 ряд прибавка, и 3 столбика. Повторим 4 раза. 3. Начинаем с прибавки, да? Прибавка 3 столбика. Повторяем 4 раза. Второе. Прибавка. 3 столбика. Это третий и последний. Прибавка. И 3 столбика. Вот и все. Делаем соединительный столбик в следующий столбик и ниточку отрезаем, оставляя по длине хвостик, чтобы можно было пришить. Вот такой вот носик с губой получился. Вяжем верхние лапки. В
В кольцо набираем 6 столбиков. Либо делаем 2 воздушные петли и во вторую петелечку от крючка вяжем 6 столбиков, как вам удобно. Второй ряд 6 столбиков. Если вы провязали колечко, значит сразу фиксируем наш хвостик, чтобы не разошлась серединка. Стягиваем хорошенько серединочку и фиксируем хвостик, потому что потом до сюда нам не добраться. И выворачиваем. Следующий третий ряд. Столбики прибавка повторяем 3 раза. И в ряду у нас будет 9 столбиков. Столбик, прибавка. Так повторяем 3 раза. 9 столбиков в ряду. С 4 по 13 ряд мы вяжем 9 столбиков без изменений. Это у нас 10 рядов. Дальше 14 ряд. 2 столбика и прибавка повторяем 3 раза. Два столбика и прибавка. И третий раз. В ряду у нас 12 столбиков. Теперь 15 и 16 ряд мы провяжем без изменений 12 столбиков. Провязали соединительный столбик и отрезаем ниточку. Оставляем побольше, чтобы пришить к телу. Дальше наполняем плотно. Дальше сразу сделаем пальчики. Значит, берем черную ниточку, узелок, вводим между столбиками, чтобы узелочек спрятался. И вот, отсчитывая вот колечко наше, это первый ряд, второй и третий. Располагаем примерно визуально, где у нас будут они, пальчики идти. Располагаться, туда и выводим. Вот, раз, два, три. Между третьим и четвертым рядом вывели. Теперь нам надо будет, чтобы вот именно в таком положении выглядела лапка. Значит, мы здесь придерживаем пальчиком, чтобы не соскользнула ниточка, когда будем стягивать. Вот, когда будем стягивать, да, и находим этот ряд и вводим сюда. Можно либо здесь, если видите, что далековато может соскочить, можно между столбиками. Смотрите, смотря как вы ввели иголочку. Значит, я ввожу сюда и сразу вывожу следующий. У меня получается через 2 столбика. Итак, значит, в таком положении будем утяжку делать, стягивать. Соскочила. И вторую сразу же придерживаем вот это все, чтобы оно не вернулось обратно. Сюда же к этой же ниточке я вывожу и делаем вторую. Также придерживая, чтобы не соскочила, когда утягиваете. Немножечко вот таким вот образом она должна, чуть-чуть можно. Вот, и я берусь за ниточку вот здесь. Иголочкой
и сделаю узелок. Вот. Узелочек и спрятали. Такой вот ручка либо лапка верхняя получается. Также можно здесь я немножко расслаблю, потому что сильно плотно сделала. Вот, смотрите, можно, подобрать тени подходящие, потемнее вашего оттенка, который вы выбрали, ну, темный, чтобы не черный, конечно. И вот эти вот пальчики затонировать. Вот таким вот образом. Это по желанию, можно этого и не делать. Вот и все. Вот и наша лапка верхняя готова. Здесь я сильно аж так сдулась немножко. Вот такая вот верхняя лапка. Немножечко так сгибаем. Вяжем ножки. Так, нижняя ножка. Вяжем сначала стопу. В кольцо набираем 6 столбиков, либо делаем 2 воздушные петли и во вторую петелечку вяжем 6 столбиков. Второй ряд провязываем также 6 столбиков. Третий ряд столбики прибавка повторяем 3 раза. И в ряду у нас получится 9 столбиков. Девять столбиков. Четвертый и пятый ряд мы вяжем без изменений 9 столбиков. Шестой ряд 2 столбика и прибавка повторяем 3 раза. И в ряду у нас 12 столбиков. Дальше 7, 8 и 9 ряд мы вяжем без изменений 12 столбиков. 3 ряда. Десятый ряд. Провязываем 8 столбиков. Провязали 8 столбиков. Теперь набираем 4 воздушные петли. Пропускаем 4 столбика. Это у нас последние до конца ряда. Остается 4 столбика. Мы их пропускаем. И начиная с 5 столбика мы вяжем 2 столбика и убавка. Будем повторять 3 раза. Значит, по ножке раз убавка, 2 столбика, вторая убавка, убавки за передние стеночки петли. И третья убавка у нас будет по цепочке. Значит, находим все наши 4 столбика, чтобы правильно сделали убавку. Вот у нас 1, 2, 3, вернее, петельки 4. И вяжем 2 столбика. И сделаем либо убавку так, либо пропускаем одну петелечку и в 4-ю провязываем. Можно убавку сделать на воздушной петле именно так. Вот. Теперь мы провяжем 4 убавки подряд. Находим первую петелечку, чтобы ее было вам видно. После цепочки первая петелечка. И вяжем 4 убавки подряд.
2, 3, 4 и остается одна петелечка. Мы ее не будем провязывать, ниточку отрезаем и вытягиваем ниточку нашу, стягиваем 5 столбиков, которые тут остались, за передние стеночки петли, стягиваем отверстие. 1, 2, 3, 4 и 5. Стягиваем отверстие, иголочкой фиксируем. Где-нибудь тут делаем узелочек. И ниточку убираем вовнутрь. Вот такая вот пяточка получается. Теперь у нас получается здесь 4 столбика мы пропустили, помните, да? И 4 у нас было воздушных петелек. Но так как мы сделали убавку, тут осталось 3. И поэтому мы 4 столбика, 4 будем размещать как получится. Значит, вводим крючок. Где-нибудь вот у нас первая петля пропущенная, первый столбик пропущенный. Вот где-нибудь здесь вводим крючок сбоку и вводим ниточку. Ввели. Теперь мы должны провязать 8 столбиков, начиная с первого столбика. Прячем параллельно ниточку. Я тут в начале столбик не делала, я просто зафиксировала ниточку. И вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, я неправильно начала, ну ладно. 5. Здесь уже стараемся, чтобы не было дырочки, захватиться за 2 ниточки. 6. 7. Где-нибудь тут будет 8. Так, провязали 8 столбиков. Теперь еще один ряд мы провяжем 8 столбиков. И вот мы провязали 2 ряда. Дальше третий ряд. 3 столбика и прибавка повторяем 2 раза. И в ряду у нас будет 10 столбиков. 3 столбика, прибавка 1, 2, 3 столбика, прибавка 2. Теперь четвертый ряд вяжем без изменений 10 столбиков. Пятый ряд 4 столбика и прибавка повторяем 2 раза. Но здесь я немножечко смещу, чтобы у меня прибавки над прибавками не были. Поэтому я провязываю сначала 2 столбика, затем прибавка, дальше 4 столбика, 2, 3, 4 прибавка. И 2 столбика у нас осталось в конце. 1, 2.
И в ряду у нас в пятом 12 столбиков. Теперь 6-й ряд вяжем без изменений. 12 столбиков. 7-й ряд 3 столбика и прибавка повторяем 3 раза. И в ряду у нас в 7-м 15 столбиков. 3 столбика и прибавка. Ну и последний ряд у нас 8-й, мы вяжем без изменений 15 столбиков. Соединительный столбик и ниточку отрезаем, оставляем хвостик для пришивания. Также наполняем плотно ножку, особенно вот эту часть. Точно так же, как и на верхних лапках, вводим, значит, берем ниточку, сделали узелок, вводим, значит, между столбиками и, начиная отсчет от вот этого кольца, отсчитываем 1, 2, 3 и вводим ниточку, иголку. И точно так же мы должны сделать утяжку именно так, чтобы у нас согнулся кончик. Носик такой вот, пальчики, чтобы как бы согнулись. Также мы придерживаем ниточку. Также 2 столбика между можно оставить. И в таком положении стягиваем. Вот так вот немножко получается. И также я беру здесь, фиксирую узелком. Вот и точно так же мы берем и тенями обрабатываем пальчики. Такие вот лапки получаются. Уши. Теперь вяжем уши. Значит, 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Воздушная петля, поворот. Провязываем 4 прибавки подряд. 1, 2, 3 и 4. Воздушная петля, поворот. Следующий ряд столбики прибавка повторяем 4 раза. 1, столбик прибавка 2, столбик прибавка 3 и столбик прибавка 4. Дальше мы будем вязать вот тут по низу. Воздушная петля. И нам надо провязать, вот у нас серединка. Значит, с этой стороны 3 столбика в серединке и с этой стороны 3 столбика. Равномерно располагаем 7 столбиков. Значит, 1, 2, 3, 4 столбик в серединочку. Дальше 5, 6 и 7 в столбик 1. Провязали. Воздушная петля, поворот. Вяжем еще 2 ряда с
7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушная петля, поворот. И еще один ряд 7 столбиков. Провязали, сделали петелечку, отрезали ниточку для пришивания. Вяжем так второе ушко. Теперь вяжем тело и голову. У нас будет одно целое. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стянули колечко. Теперь мы вяжем обычный круг. Следующий ряд у нас 6 прибавок подряд, и в ряду будет 12 столбиков. Затем следующий третий ряд столбики прибавка. Следующий ряд 2 столбика и прибавка. И так мы вяжем до 6 ряда. В 6 ряду у нас 4 столбика и прибавка, и в ряду 36 столбиков. Давайте провяжем такой круг. Вот, провязали 6 рядов. В 6 ряду 4 столбика и прибавка, и 36 столбиков в ряду. Теперь с 7 по 10 ряд мы провяжем без изменений 36 столбиков. Это у нас будет 4 ряда. 11 ряд. 5 столбиков и прибавка повторяем 6 раз, и в ряду у нас 42 столбика. Провязали теперь с 12 по 17 ряд, вяжем без изменений 42 столбика, это 6 рядов. 18 ряд. 5 столбиков и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду 36 столбиков. Пять столбиков, убавка за передние стенки петли. Теперь 19-20 ряд мы вяжем без изменений 36 столбиков. Это мы тут формируем шею. Двадцать первый ряд 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 42 столбика. Ну, начинали мы вязать с головы. Я не сказала в начале, что вяжем мы с головы сверху вниз. 3, 4, 5, прибавка. 22 ряд вяжем без изменений 42 столбика. 23 ряд 6 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас 48 столбиков. 24 ряд 7 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, в ряду у нас 54 столбика. 25 ряд 8 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 60 столбиков. Теперь с 26 по 39 ряд мы вяжем без изменений 60 столбиков. Это у нас получается 14 рядов. Теперь вяжем убавки. 40 ряд 8 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду останется 54 столбика. Делаем так убавки, значит, 41 ряд 7 столбиков и убавка, 42 ряд 6 столбиков и убавка, затем 5 столбиков и убавка, 4 столбика и убавка. Доходим до 45 ряда, где 3 столбика и убавка, в ряду 24 столбика, набиваем плотно, набиваем так, чтобы у нас спинка округлилась. Давайте довяжем до 45 ряда и набьем вместе тельца. Но перед тем, как делать убавки, пока есть возможность, вставьте глазки. Значит, на расстоянии между 10 и 11 рядом отсчитываем 10-11 ряд, и между глазками расстояние 8 столбиков отсчитали, а потом вставили глазки. После того, как вставили глазки, тут, естественно, расстояние уже уменьшится. Пока глазки не вставили, отмерите
8 столбиков. И глазки вставляйте так, чтобы у вас вот этот вот переход был сзади. Глазки спереди. Примерно там. Как вставите. И дальше делаем убавки. Ну вот смотрите, значит, когда вы будете наполнять вот со стороны спины, старайтесь более округлять. А здесь более так вот, ну, чтобы не сильно кругло было. Но он, конечно, будет кругловато, но не так, как есть и на спине. Поэтому вот чуть-чуть такой вот вид создаем спинки. Слегка ее округляем. И продолжаем дальше делать убавки. До конца 6 убавок остается. Закрываем. Стягиваем отверстие. Итак, начинаем оформлять голову. Для начала пришиваем мордочку. Расположили ее в таком положении. Верхняя часть вот под где-то под этим рядом, где глаз закончился. И пришивать будем мы обязательно, значит, вытягивая петелечки. Когда будете пришивать, вытягивайте так, по возможности, насколько они у вас вытягиваются. И там пришивайте. Вот вытянули и пришили. Не так, как она ложится, а вытяните. Хорошо, да? Вот, давайте пришьем. Вот, к примеру, как растягивать, да? Вот, например. Вот ложится у меня она вот так вот, да? Так, как обычно мы бы просто пришили. И все, да? Но она ложится сюда, у меня мордочка в этот ряд, а я сюда ее пришью. Следующий столбик, значит, я берусь вот так вот, вывожу сюда иголочку и вытягиваю туда столбик. Следующий, который пришиваю. И получается вот так вот располагаем. Теперь вышиваем сам носик. Берем ниточку мулине. Я в 2 сложения беру, чтобы, ну, как не сильно много делать стяжек. Так, вводим, естественно, делаем узелочек и выводим. Значит, располагать мы будем носик где-то вот будем говорить, что вот на серединка. Дальше пошла петля, вот, да, ряд, вот серединочка. Вот первый ряд, вот второй. Значит, располагать будем вверху, где-то над вторым рядом, а внизу наверное, также будем располагать над вторым рядом. Ну, там уже знаете, как получится. Вот где-то так, наверное, у нас ляжет носик. Итак, приступаем, значит. Иголочки, они мне не нужны, я просто так показала. Вывожу, значит, я иголочку где-то здесь. Затем сюда. Ну, я думаю, что вы знаете, как вязать носики, вышивать их. Поэтому на камеру я это делать не буду. В общем, вышиваем вот так. А потом, где надо, исправим. Единственное, что мы когда шьем, вышиваем, да, мы чуть-чуть стягиваем, чтобы такой вот чуть-чуть приплюснутый носик был, чтобы он не был круглым. Немножко стягивайте. Итак, вот такой вот носик получился. Я для прочности, так как это мулине и оно это расходится, ниточки тут, я клею обычно
ну, намазываю клей. Вот этот вот клей для ткани. Он прозрачный потом становится, и все. Использую, в общем, я клей для этого дела. Он так белый, а потом высыхает и становится прозрачным. Поэтому, чтобы не разошелся наш носик, я так обрабатываю. Если вы будете вышивать не ниточками мулине, а пряжей, то этого делать не нужно. Поэтому, в общем, вот так. Где надо ниточки распределить, чтобы спрятать, чтобы не было видно пряжи. Вот и все. Высохнет и будет прозрачным. Теперь будем утягивать мордочку и глазки. Делать утяжку глаз. Значит, берем ниточку, цвет тела. Итак, значит, смотрите, вот наши уголки, где у нас нижняя губа, да, вот заканчиваются вот эти части. Вводим иголочку сюда. Выводить мы будем, сейчас я поставлю эти иголочки. Выводить мы будем вот здесь, возле носика. Вот. Выводить сюда первое наше. Вот, вывели иголочку. Ниточку тут оставляем. Небольшой хвостик. Затем вводим где-то вот тут под глазиком. Видите, да? Посерединке глазика. Вводим иголочку, захватываем синтепон и выводим к этой ниточке. Чем больше захватите синтепон, тем лучше получится щечка. Итак. И стягиваем, формируя щечку. Можно сразу стягивать узелком. То есть здесь собираем так вот и стягиваем. Вот так вот помогаете рукой и стягиваете. Мне просто на камеру неудобно. Стянули, сделайте 3-4 узелка. Дальше. Ниточку мы, наверное, отрежем. Эту ниточку отрежем, а это и потом все доделаем. Значит, делаем то же самое с этой стороны. Вводим вот где у нас уголочек рта, ну где заканчивается рот, да? Выводим. Вот тут. Чуть ближе надо вот сюда, вот здесь. Оставляем также хвостик. Выводим, значит, также под глаз. Вот сюда. Захватываем синтепон. И к этой ниточке. И точно так же стягиваем щечку. И связываем. Следующая утяжка. Значит, ниточка у нас тут остается. Вводим сюда же. Но выводим вот здесь, над глазиком. Вот ряд над глазиком. Можно и вот ближе к глазику, если получится,
Можно и ближе к глазику. Наверное, лучше ближе к глазику, чтобы ниточка потом спряталась. Значит, мы выводим вот сюда. Ближе к глазику вывели. И ввели вот с этой стороны глаза. И обратно сюда. Делаем утяжку теперь глаз. Тем самым ниточка у нас под глазик прячется. Вот так. И связываем. Протянула ниточку я сюда, в это место, где первый раз вводили. И делаем то же самое с этим глазом. Оставляем при этом хвостик этой ниточки, потому что и этот хвостик остался здесь уже, чтобы не отрезать и заново не вводить, мы уже так сделаем. Значит, вводим иголочку где-то здесь, выводим, вот, возле глаза. Оставлю петелечку такую небольшую. И где-то здесь, ниже вот здесь, вот тут вот под глазик, чтобы спряталась ниточка. И выводим сюда. И также стягиваем уже за этот узелочек вместе с этим узелком. Так вот делаем утяжки такие. Связываем, прячем все ниточки. Дальше пришиваем ушки. Располагаем именно так, потому что у нас тут ляжет иголочки, такая вот шубка ее. Поэтому, чтобы ушки было видно, мы ближе к лицу располагаем. И примерно в таком положении пришиваем. Там, смотрите, ушки, я думаю, вы посмотрите, как лучше они будут выглядеть, так и пришиваете. Итак, пришиваем верхние лапки. Выводим ниточку к краю. Вот эта часть, которая у нас согнута, она будет смотреть вовнутрь. И располагаем. Я вот пришила одну с этой стороны. Располагаем примерно, вот, ориентируемся на ухо. Можно чуть-чуть вовнутрь, так как здесь шубка ляжет. Вот, поэтому чуть-чуть буквально. Не прям посерединке, да, как видите, а вовнутрь ближе. И вот примерно на таком расстоянии. Пришили. Дальше, смотрите, чтобы ручка вот так вот не болтыхалась, да, мы ее пришьем еще и вот где-то здесь, значит. Здесь вот выводим. И вот тут вот во втором ряду можно захватить вот так вот ножичку и притянуть. Также обратно сюда же. И здесь тоже так же. Где-то выводим сюда иголочку. Вот, притянули. И тут также можно вот здесь. И все. И ручка будет держаться, не будет болтыхаться. Вот так. Теперь пришиваем лапку.
Лапку мы пришьем, смотрите как. Значит, немножечко как бы так, чтобы косолапа была. Да, вот чуть-чуть вовнутрь носочки. Но, значит, с этой стороны чуть-чуть ближе, чем еще ближе, как бы получается, чем верхняя лапка. С этой стороны мы пришьем, вот как она идет по кругу, от края, вот отсюда до сюда, до серединки. А тут мы вот так вот будем пришивать уже за ножки. Вот. Чтобы чуть-чуть вот как бы, чтобы она не так торчала, да, если мы по кругу она будет смотреть непонятно куда, в сторону. Вот так мы ее немножечко вот, тоже не хочется так же пришивать, чтобы сильно не помято выглядела лапка, поэтому мы с этой стороны по кругу пришиваем, а с этой стороны мы вот эту часть туда убираем вовнутрь и пришиваем вот так. Вырезаем вот такие вот детальки: нижнее веко и верхнее. Верхняя под цвет тела, нижняя белая. Если не получится вам это сделать, то вы можете просто ниточками под цвет верхнее веко прошить, как бы сделать, и нижнее, либо обойтись вообще без этого. Ну вот я приклеила, и вот такое вот получается верхнее и нижнее веко. Если не хотите, можете не делать, либо это то же самое сделать, только из ниток вышить просто, и все. Прошить вот так несколько раз, и все. Теперь будем вязать шубку, то есть иголочки. Хотела сказать, я вот тенями также возле глаз обработала так немножечко, чтобы визуально как бы немножко придать им это живости, что ли, не знаю. Ну, как показано на рисунке, там также обработан глазик. Ну, в общем, опять же, это все сугубо лично каждого. Можно делать, можно не делать. Так, берем пряжу, травку, оставляем хвостик, ну так, достаточно, чтобы можно было ее спрятать, эту пряжу. 10 воздушных петель набираем цепочку. Там, смотрите, может быть, смотря какой у вас размер получился, это здесь уже надо смотреть, прикладывая. Вот приложите, чтобы вот чуть-чуть дальше ушка у вас набралось. Вот. Не прям от ушка до ушка, а чуть-чуть буквально дальше. Вот. Набирайте то количество петель, чтобы такой размер получился. И дальше мы по цепочке вяжем. Я набрала 10 воздушных петель, поэтому у меня получается 9 столбиков по цепочке я провяжу без накида. Начиная со второй петли от крючка, я вяжу 9 столбиков. Так, провязали по цепочке, воздушная петля подъема, поворот, и еще один ряд без изменений провяжем. Девять столбиков в моем случае. Воздушная петля, поворот. Следующий ряд прибавки по краям, по одной прибавке по краям. Конечно, травкой вязать неудобно. Здесь надо быть внимательными, чтобы находить столбики, чтобы их не перепутать. Поэтому лучше всегда считайте. Каждый раз, когда делаете прибавки, считайте. И просто, когда вяжете, считайте, чтобы не потерять и не провязать лишний столбик. Либо не довязать. Вот. Ну, вот так, в принципе, можно работать с этой пряжей. Итак, значит, по краям прибавки в этом ряду. Итак, в этом ряду 11 столбиков. В следующий ряд без изменений. Мы будем вязать так через ряд, делать прибавки. Ряд с прибавками по краям, ряд без изменений. Параллельно прикладывайте обязательно. И вяжите. Вяжем, значит, так через раз прибавки. Ну, где-то до шеи, может, чуть ниже шейки. Давайте довяжем именно до этого расстояния, делая через раз прибавки, через ряд прибавки по краям. Итак, я провязала до 12 ряда, в котором у меня в 12 ряду были прибавки по краям, и в ряду 21 столбик. Дальше 13 ряд
без изменений провяжется. И уже начиная с 14 ряда и дальше до конца столько, сколько нужно, мы будем вязать прибавки уже через 2 ряда. То есть в 14 ряду мы провязываем прибавки по краям, а 15 и 16 ряд вяжем без изменений. 17 ряд прибавки по краям, 18-19 ряд без изменений. И так, примеряя, значит, к телу шубку эту, мы должны провязать вот в сидячем положении, ну, чтобы до конца, вот где-то до сюда, чтобы закончилась где-то здесь вязка. Вот в сидячем положении вот посадите, и вот где-нибудь здесь должна закончиться вязка. Продолжаем вязать дальше. Я вам не показала, докуда у меня получилось. Значит, вот прикладываю я к голове так, чтобы вот именно вот сюда, чтобы так вот упали волосики эти. И у меня получается до шеи. Вот я довязала до шеи, и дальше уже я буду делать прибавки через 2 ряда. Я провязала до ряда, где в ряду у меня получилось 29 столбиков, и 2 ряда без изменений провязала. Значит, вот до сюда. В сидячем положении получается вот все. Теперь будем вязать убавки. Значит, в каждом ряду мы делать будем убавки по краям. Делаем убавки по краям и вяжем. Вяжем так, пока в ряду у нас не останется 17 столбиков. Значит, надо будет провязать 6 рядов с убавками по краям. Вот остается 17 столбиков, но вы можете прикладывать. Может быть, вам еще сделать надо будет ряд с убавками, либо будет достаточно на ряд меньше. Нам надо что? Вот чтобы вот до сюда довязать где-то, и все, и на этом достаточно будет. Чтобы вы, когда он сидит вот сзади, чтобы не было видно, чуть-чуть прикрывается низ, и как будто бы он весь, ну, в этом всем, чтобы сидеть мог. Вот, если лишнее будет, он просто сидеть не будет. Этого достаточно будет вот до сюда, когда довяжете. И все. И берем ниточку под цвет, тоненькую ниточку, ну, обычную, которую шьем, и пришиваем, прикладывая. Опять же покажу, что вот наши края, первые ряды, находим и прикладываем так, чтобы вот этот вот край был на ухе. Вот, лег на ухо. Можно даже чуть-чуть подвинуть сюда. Ну, если честно, я вам скажу так. Как вам нравится, вот либо так его прикрываете, либо чуть-чуть туда оставляете как бы больше пространства. Вот там уже смотрите, как вам нравится в таком положении, и пришивайте. Главное, распределяйте равномерно. Вот приколите, может быть, булавками, чтобы у вас не съезжало в сторону, когда будете шить. Здесь у нас внизу оно немножечко будет собираться, ничего страшного. Прикладывайте вот так вот и пришивайте, как оно ложится. Пусть собирается в гармошку, ничего страшного. Пришивайте в таком виде. Ну, вот такой вот ежик получился. Насчет мордочки. Если вдруг у вас утяжка будет расходиться, вот у меня она немножко расходилась, так как нужно было здесь сильно утянуть, я, получается, столбик вывела через один столбик и ввела через другой столбик. То есть, получается, стянула здесь столбик, чтобы держалась утяжка. Иначе он в синтепон как бы собирался, и утяжки как таковой не получалось. Поэтому смотрите, может у вас тоже так же получится. И поэтому зацепите ножку столбика и, получается, стянете благодаря этому. Ну вот, в принципе, и все. Ежик наш готов. Вот тут вот так вот получается. Немножко здесь у меня собралась гармошка, но пришилась, и нормально все получилось. Вот такая вот шубка. Значит,
Насчет глаз, вот этих вот век, тоже смотрите, можно, еще раз повторюсь, их не делать. Достаточно будет, может, ниточкой там пару раз пройтись, либо вообще оставить глазки как есть без этого. Ну и все, ежик наш готов. Спасибо за просмотр. Вяжите с удовольствием. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.